сказать доброе утро, но говорю добрый день, друзья. Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Народ, прекрасная погода, я еду на рыбалку. Я еду на рыбалку на целых 2 суток на реку Западная Двина. Ого, река Березина. Широкая, узкая совсем, что ли? Очередная остановка. Остановились для того, чтобы дозаправить агрегат. Смотрите, куда сидим такие. Там, вон, видите, туалетик. Здесь заправка, там заправка. И здесь обслуживание. Даже кофе делают. Я не поняла, Беларуснефть. Как вы мне уже забашляете за рекламу, ёпсель-матрёпсель. Почти в каждом видео. Ребята, Сатурн нереально счастлив, потому что он приехал в то место, в которое хотел. Сейчас, аккуратненько, Рамсюш, аккуратно, Рамс, аккуратно, пес. Ребятки, шикарно, шикарная полянка здесь. Опа, опа, опа. Подожди, рыжий. Ребята, шикарно, шикарно, шикарно. Можно будет, я надеюсь, здесь стать. Вот сюда можно будет поставить палаточку. Вот это дерево можно будет убрать бензопилой, чтобы оно не мешало. Здесь, ребят, будет стоять палатка. Это тоже можно будет убрать бензопилой. И здесь вот такой вот берег нереальный, ребят, разворачивается для рыбалки. 17:53, ребят, я уже нахожусь на месте. У меня есть время для того, чтобы сделать корм, надуть лодку, найти точки ловли и закормиться обильно. Знаете, что я собираюсь сделать? Я собираюсь на реке поступить точно так же, как поступаю на платнике. Я закормлюсь с лодки, прикиньте. Я уже сварила пшеночку, сделаю корм. Единственное, что вот полянку придется подубрать, потому что здесь небольшой срач, ребят, но я счастлива. Оводов, ребят, очень много. Высадились они, сразу на нас напали, сразу залетели в машину. Все нереально просто. Но ничего. Главное, что мы на месте, ребят. 4 удилки, ребят, собрано. Теперь мне нужно замешать корм, и можно забрасываться. По погоде у нас обещают без осадков. Пофиг, у меня все равно палатка такая, что не протечет. Крючки у меня такие вот. Не знаю, большие, небольшие. Я считаю, что это небольшие. Все-таки мы на реке. И это закидушки. На закидушке всегда крючки больше. 0,18 леска абсолют у меня здесь. На первую, что-то кусается. Очень много комаров, мошки всякой, кусачего всего. И на первую его наживляют червячка. Пока ничего в прикормку не добавляют, просто закидушки для того, чтобы проверить, что здесь по рыбе. Все. Ставили закидухи. И поставила. И, ребят, иду ставить еще одну. Иду ставить еще одну. Вот сюда. В этот раз я приняла решение не вязать отдельно монтаж на отдельной леске, а попробовать половить вот так вот на шок-лидере. Интересно, получится у меня или нет. 23 упала на 23. И вот я веду по дну. Вот пошла какая-то ракушка. Ага. Довольно-таки большая дистанция. Но что не сделаешь ради того, чтобы поймать рыбу. Сначала там шло такое мягкое дно, после чего началась небольшая ракушка,
а потом сильная ракушка. Так вот, на границе этих вот 3 моментов я решила выбрать себе первую точку. Здесь что-то у меня бубнит колокольчик. Сейчас посмотрим, что он от нас тут хочет. И может тут что есть. Кто-нибудь может есть? Кто тут есть? Кто-то есть. Кто тут у нас есть? А у нас тут есть некая рыба. О, это голавль, ребятки, прикиньте. Мы сейчас поставим... Это голавлик маленький. Мы сейчас поставим здесь пучок кукурузы, ребята. Пучок кукурузы поставим. Давайте. Давайте поставим одно. Второе. И вот для сигнализации поклевки, естественно, ставлю колокольчик. Комаров, ребят, очень много, поэтому я включаю термоцел обязательно. Бо они меня достали. Хай работает. О, опять поклевочка. Наверное, может, там уже что-нибудь меленькое сидит, конечно. Все, ребят, 2 дистанции у меня найдены. Одна на 50 оборотов, вторая на 63. И сейчас я делаю корм. Сюда у меня идет каша, пшено с горохом, который я сварила дома. И это я все дело перемешиваю со своей кашей. Люблю, ребятки, очень крепкие кормовые шары. Почему? Потому что здесь очень большая глубина. И надо, чтобы они долетели до места назначения. Течения здесь большого нет. Можно будет их скидывать почти прямо возле. Вот такую вот чачу из опарыша и кукурузы. Тоже все в корм. И еще сейчас залеплю, сколько тут получится кормовых шаров. Здесь что-то на закидушечку, походу, какая-то поклевочка. Вот была сработочка. Опа. Посмотрим, что клюнуло. Я даже не помню, на самом деле, ребят, что здесь стоит. Опарыш или червячок. Что-то либо опарыш, либо червячок. А по рыбке у нас пока вот такая вот, ребят, маленькая густерка.
Бернс. Маленькая густера. Пока все выглядит вот так. Здесь, кстати, очень скользко становится, когда собака начинает бегать. На вот эту закидушку только что вытянула густеру. Здесь с этой дистанции с мотылем вытянула опарыш, этого ерша. И здесь на опарыша вытянула маленького совсем голавля. Говорю, видите, на опарыша совсем миленькая густера. И на закидушку, и на мотыля. Попробую чисто мотыля поставить. Непонятно. На парика что пришло? Сейчас посмотрим, что у нас пришло на опарыша. Ну, что-то хорошенькое. Ох, как сопротивляется. Ого. Что это? Сон. Ёпсель-матрёпсель. И, смотрите, стоял вот опарыш. О, вынимаю опарыша. И клюнул сом. О, укусил. И, конечно же, красавчика такого вот мы отпускаем. Давай, друган. Уплыл. Сейчас посмотрю, что тут идет. Была поклевка, но ничего такого сверхъестественного. Что-то небольшое совсем, но что-то так хорошо трясло. Кончик. Ну, вроде шишка какая-то должна быть. Что у нас? А это мы укрупняемся по густере, ребят. Вот уже крупнее. И такая темненькая. Темненькая она, наверное, за счет того, что она на большой глубине достаточно живет. Красивая густера. Рыба выплескивается, ребят. Ставлю вот такие вот колокольчики, точнее колокольчики с такими вот электронными сигнализаторами поклевки. Как только будет поклевка, оно погорит 5 секунд и перестанет. Если будет клевать, то будет гореть. А так оно не горит. Вот эта вот штука, она вставляется вот сюда. Опа, вот в эту боковушечку. И потом вот это вот закручивается на квертипе удилища. Сейчас. Что-то стопудово есть. Ого, что-то хорошенькое. Что-то хорошенькое, но мне кажется, что это снова он. Только большего размера. Что-то очень хорошо сопротивляется. О, поклевка на мотыля. И снова он, ребят. И снова он. О, дружа, ты нам не дашь половить, что ли, сегодня? Ну, какие малыши здесь живут. О, пузико такое наетое. Что, хаваешь мой корм там, да? Я же ничего такого там не это. Мелочи там дофига собралась, небось. И мы его, естественно, отпускаем. Оп, пошел. Прикиньте, какие кабаны здесь, ребят, могут быть. Раз, два. Где-то был звук колокольчика открылась. 3. Значит, вы разрезаете картошечку пополам. Вот так. Ложите ее сюда. Между картошкой ложите салко. И
И закручивается вот это все дело в несколько слоев фольги. И вот такая вкусная штука отправляется в угли на 25-30 минут. 7, 8, 9. Целую роту можно, ребята, кормить. 9 и 10. Красота, ребята. Красота, ребята. Вот это цыпа. Я понимаю. Так. И... О, вот так, ребятки. Ай-яй. О, какая красота, ребята. Несмотря на все мои старания, несмотря на то, что я закормилась, к сожалению, пока не клюет. Сейчас уже где-то порядка 11 часов вечера. У соседей я не знаю, что там, но соседи на реке есть. Люди тоже рыбачат с ночевкой. Не знаю, что будет дальше. Видите, может быть там сом на точке или какой-нибудь другой хищник. Потому что если сом здесь есть, значит он ходит везде и он ищет, где бы что сожрать. И очень даже может быть, что он придет ко мне на точку и не даст ничему клювать. Все, здесь готово. Все, ребятки, видите, как хорошо все готово. Снимаем курочку. Оп. Да, ребят, поздний ужин, ну, что поделаешь. Оп. 2. О, смотрите, какая. Смотрите, какая красивая курочка получилась, обалденная. Угу. Красота. Сейчас еще мы к ней... О, горячая, пипец, ребят. Сейчас мы к ней добавим еще картошечку. Еще будем в ажуре. Ну, не клюет, да хоть поедим, знаете. Как обычно. Мы должны с вами искать во всем определенные плюсы. Пару рыбок поймали. Не целевые, конечно. Ну, что поделаешь. Будем пробовать завтра поймать какую-то целевую рыбку. О, как красиво. Как красиво. Молодая картошка зажарилась. Смотрите, вместе с сальцончиком. Божественно, божественно. А я думала, молодую картошку так на костре не пожаришь. Друзья, если вы тоже сейчас пошли кушать, приятного аппетита. Очень вкусно. Обожаю шкурку. Знаю, что в ней много холестерина. Но я обожаю. Прогулялись с Собакиным. Возвращаемся обратно в лагерь. Да, Рамс, пойдем спать? Рыжик. Пойдем? Пойдем, Рыжик. Пойдем в палатку. Пойдем спать. Ну что, ребята? Вот и рассвет. 4 часа утра. Можно перезабрасывать фидерок. Ну, ребятки, такая рыбка. Как вы думаете? Нет, есть какая. Совсем вон слева идет.
Опа. Бляха-муха, ну эти самяу не дали половить, ребят. Понимаете? Залегли у меня, видно, там на точку. И все. И делай ты, что хочешь. Пошел. Так, первая поклевка за утро на фидер, ребят. Стоял пучок опарыш с мотылем. Ну, не чувствую ничего такого крупного. 2 закидушки вон там он достал, даже забрасывать не буду, потому что, ну, ай, хай просто стоят. И все. Ну, здесь сейчас посмотрим, что тут у нас может быть. Что за рыбка? О, ребятки, первый подлещик. От подлещиков можно, ребят, уже собирать в садочек. Опа. Прям с той точки же, где сон был сейчас с утра. И вот подлещик. Пучок мотыля с опарышем. Поклевка почти сразу произошла. О, подлещик, ребятки, пришел. Отлично. Отличненько. Подлещика буду собирать, просто потом посмотреть, сколько их будет еще. Опа. Еще раз доброе утро. На утро сильных изменений пока нет. Подлещик клюнул один раз на опарыш с пучком мотыля и второй раз клюнул на красного опарыша с пучком мотыля. Рыбаков на реке очень много. Рыбка постоянно гуляет. У нас здесь получается настоящая такая самовья яма. Вот. Это может помешать немножко рыбалке, но мы будем надеяться, что все будет хорошо. Буду давать в прикормку потихонечку мотыля кормового. А еще, ребят, у меня вот сейчас появляется прям такое желание выплыть на лодочке, заякориться и вот потихонечку проплывать и отбрасывать противоположную травяную растительность, потому что вот там очень и очень много выходов крупной рыбы всякой. Мне кажется, там есть жерех, возможно, голавль, я слышала его вот эти вот сопла вот такие. Вот. Хочется на спиннинг попробовать половить.
Офигеть. Красота. Красота. Подлещик. Вот сейчас, ребят, задул ветер, и вы реально можете видеть границы того, где начинается глубина. Я думаю, тут невооруженным взглядом, да, видно, где есть рябь, а где ее уже нет. Была поклевка, ребят. Была поклевочка. Кажется, рыба должна быть. Да, есть рыба, не зря. Я подумала, что что-то клюнуло, потому что вот, пожалуйста, клюнула густера. И я ее, ребят, сейчас сразу выпущу. О, выпускаем. Заглотики стоит на месте. Подлещик, ребят. Опа. Подлещичек. Маленький. Плотвичка. Уже у нас плотвичка пришла, интересно. Неплохая. Что-то заловила сейчас вот на мотыля. Поклевочка наконец-то хорошенькая такая произошла. Ну как хорошенькая относительно. И вот что-то идет. Сейчас посмотрим. И такого можно поднять. Опа. На пучок мотыля. Поклевку увидела. На него. Так, минуты 2 прошло. Вот на правую что-то только что дернуло. И на одной, и на второй сейчас стоит мотыль. Ой, ребятки. И на одной, и на второй стоит мотыль. Почему? Потому что я сейчас могу за ними следить. Я сижу рядом с ними, понимаете? Пока, ребят, вот мелкий подлещик. Но мелкий подлещик — это тоже подлещик, знаете ли. Это хоть что-то. Потому что до этого вообще ничего не было. А теперь есть хотя бы он. Вешаю большой пучок мотыля.
Угу. Видите? И это у нас поддельщик небольшой. Рамсик, отвали. Вот так делает собака. Да, ребят, что-то есть. И снова что-то есть. Да. Не крупное, но есть. Вот, пожалуйста. Еще один подлещик. Еще один подлещичек. На бутерброд из опарыша. Причем опарыш, ребят, топленый. Пора менять крючок. Стала реже рыба засекаться. Сходы бывают, отлепляются. Если такое начинается, значит пора менять крючок, ребят. Постоянно поклевывает. Сейчас ловлю на пучок мотыля. В корм добавляю и мотыля, и нарезного опарыша, и кукурузу, и кашу, и все, что только можно. О, рыбка есть. Поставила сейчас на оба фидера овнер. Ой, не овнер, а крючки-ковник с тонким цевьем, потому что, на мой взгляд, все-таки вот овнер, вот этот пинхук, который золотистого цвета, он плохо засекал рыбу. И вот, пожалуйста, практически сейчас каждая поклевочка у меня идет засечка рыбы, даже очень маленькая, несмотря на то, что крючок, ну, не такой маленький, как может показаться. Вот и не брезгует, понимаете, даже такая рыба маленькая, она не брезгует большим крючком. Вот стоит столик рядом, ведерко, я здесь сижу. Ну, закидухи молчат вообще, только фидера работают. Ну, закидухи только поскольку, я на них и не рассчитывала особо. Мой лагерь. Лодку сейчас спущу вниз, поплыву на ней. Это мусорный пакет. Здесь типа кухня, палатка. Оператор здесь сидит. Здесь мангал, будет потом костер. Я сижу. И вот такой вот резкий склон. Ребят, туда. Ага. Ребятки, те, кто смотрит мои видео, тот знает, что я, если плаваю, то чаще всего плаваю на фишкаяке. И раньше для того, чтобы якориться, у меня был такой большой блин, он был очень тяжелый, застревал в тине. И мне довольно-таки проблематично было доставать его из растительности или из глубоких мест. Он очень был тяжелый, хотя был довольно-таки эффективным для того, чтобы где-то стать. Теперь для того, чтобы заякориться, у меня есть специальный якорь. Якорь акватик не зацепляет. Якорь довольно-таки интересный, с 4 лепестками
крючками, которые при необходимости складываются для транспортировки, и якорь удобно помещается в специальный чехол, который входит в комплект поставки. Каким образом достигается его незацепляемость? Вот эта вот пружина, вот здесь вот есть винт, его можно закручивать и откручивать, то есть регулировать ход лепестков. Чем более закоряженное и травянистое место, тем менее они должны быть зафиксированы. Чем глубже у вас и чище местность, тем больше можно зафиксировать якорь. Сейчас вот мы попробуем завернуть и сделать так, чтобы лепестки практически не собирались. Значит, сам якорь сделан из специального промышленного пластика. Его вес составляет всего лишь 2 килограмма. И в комплект поставки входит веревка длиной 20 метров, которая не тонет. А вместе с веревкой идет вот такой вот мотовила, который тоже не тонет. По крайней мере, так заявлено. Сейчас мы это проверим. Тонет или не тонет. Давайте посмотрим. Видите, плавают. То есть, если вдруг вы нечаянно уроните мотовила с веревкой, вы сможете их достать. Здесь карабин, дополнительная вот такая вот штука. Написано, что-то там по волнам она регулирует. Я не разбираюсь, что это такое. Я могу сказать, что с вот этой вот штуковиной мне гораздо легче якориться и гораздо легче доставать якорь. Я более мобильная, нежели чем была со своим вот этим вот блином. Якоримся, чтобы меня никуда не несло. И подбрасываем в разные стороны. Угу. Ребят, пока поменяла на спиннинге приманку, колебалку на воблер. И вот сейчас услышала там дальше всплеск. И пойду туда, где был всплеск. Потому что знаю, что очень часто рыба ловится на него. Есть, ребятки, какая-то рыбка. Сейчас посмотрим, кто там у нас идет. Окунь, что ли? Или кто? Да, окуняшка. Не крупненький. Опа. Ну, это окуняка. На спиннингушку. Иди, друган. Мне бы что-нибудь, ребят, хорошее поймать. Вот был бы огонь, конечно. Чтоб на уху можно было сделать вместе с подлетчиками. А? Есть, ребятки, что-то. Есть что-то на паузе взяла чуть-чуть побольше. О, ну вот это уже окунь поинтереснее будет. Вот такой красавчик. Опа. Бабочки, смотрите, налетели.
Но вон, ребят, вот это вот пятнышки, это болезнь какая-то. Вот, поэтому я его отпускаю. Он мне не нужен. Но все равно, вот, пожалуйста, красавец. Еще, ребятки, рыбка. Еще. А, смотрите, какая Шурочка пришла. Ёпсель-матрёпсель, какая малышка, а, гляньте. Подруга, кого-то тут съела. Или это у меня от окуня тут осталось. Ой, ребятки, совсем малышка. О, отпускаю. Так, попробовала забросить прямо в траву. Якорь вышел. Вот в песке бывает периодически сгибаются, но это значит, он там за что-то якорь зацепился. Ну, удобно, ребят. Он и держит, но если вот, допустим, швартануться, чтобы половить на поплавок, нужно 2. Все, ребят, возвращаюсь в лагерь. Жарко очень. Я немножко устала, нужно ополоснуться и узнать у оператора, что творилось на фидер, пока меня не было. Когда я уезжала, оно клевало одна за одной. Что ты, рыжая собака? Что ты? Ну что, ребят, 2 окунька и вот такая вот маленькая щучка. Все, потом больше вообще после того, как я их поймала, ничего не стало очень жарко. Да, скажи, это Юля не было. Ну, вот такие вот пока подлещики, ребят, продолжают клевать днем. Но это мелочь, но все равно хоть что-то клюет. Остается надежда на то, что, может быть, ближе к вечеру, к ночи подойдет что-то покрупнее. Ребятки, вот собираюсь ужинать, и поклевочка произошла на один из фидерочков. Вот такой вот маленький подлещичек клюнул. Оп. На ужин у меня просто перловка с тушенкой. И овощи. Все. Вкусно и просто. И 4 часа дня я снова отправляюсь кормить рыбку. Посмотрим сейчас, как отобразит кормление эхолот. И отобразит. Вот я опускаю кормушку. Узок. И вот я выше по течению. Кормлю. Ой, ребят, раишки. Опа. Я сходила, красивый такой букетик насобирала цветочков, чтобы поставить на поляне. Опа. Оп. Летний букетик. И я знаю, что люпин нельзя собирать, потому что у него голова болит. Но я ж не буду его в палатке ставить. Это просто так, для настроения, для красоты. Сходили с песиком, прогулялись. Пока шли гуляли. О, какая-то гадость клюнула. Ёрш, ёпсель-матрёпсель.
хорошенько закормили его, и подлещик вернулся, видали? Вот так. Сейчас вот, ребят, каждой ночью я использую вот такой вот фонарик Correct Today. Здесь 2 светодиода. Фонарь светит 2 цветами света, белым и синим. Синий подсвечивает специальные лески и другие детали, аксессуары в темноте. Значит, 1, 2, 3 белых, или даже 4. 1, 2, 3. Так вот идет переключение. Если надо выключить фонарь, просто долго удерживайте вот эту вот кнопочку. Фонарь аккумуляторный, довольно-таки удобный. Насветила себе глаза и почти ослепла. Видите, ребят, сегодня утром история, так сказать, повторилась. То же самое. Не дали они половить ночью. Вот так. Ну что? Доброе утро. Да, Рамс? Скажи всем доброе утро. Так, вернулся подлещик, ребят. Оп, на красного опарыша, видите, клюнул. Какая интересная рыбалка на этот раз получилась. Хотелось, конечно, одного результата, получился другой, но все равно результат есть. Рыба клевала, и отдых получился, я думаю, что отменным. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями, друзья. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!